Друзья, вот такой салат аппетитный мы с вами приготовили. Очень вкусный, легкий и очень аппетитный. Всем привет! Друзья, сегодня мы с вами приготовим вкусный салат. Давайте готовить. Для начала я взяла пару кусочков хлеба, порежу на кубики и сделаем сухарики, подсушим. Подсушивать можно как и в духовке, так и на сковороде. Я буду подсушивать на сковороде, так быстрее. Режу такие небольшие кусочки, ну где-то сантиметр, чуть-чуть больше. Они когда будут подсыхать, они немножечко сожмутся. Я нарезала хлебушек. Теперь добавлю красную паприку сладкую немного. Сюда же соль, также по вкусу немножко. И черный молотый перец. И все немножечко сбрызну оливковым маслом. И все хорошенечко перемешаем. И сухарики я подсушу на сковороде. Куриное филе у меня такое одно маленькое и одно побольше. Я его возьму, пробью вот так немножко, дырочки сделаю. Так лучше пропитаются специи, попадут в мясо. Теперь мясо нужно посолить, добавить перец и красный молотый перец. Ну, в общем, добавляйте свои любимые специи. Все я перемешаю и вот так немножечко сверху присолю. Вот так хорошенько. Вотру в одну сторону и в другую. Грудку вы можете нарезать тоненькими пластинками, прежде чем обжаривать. Но я оставлю ее целой, так она будет сочнее. Оставим минут на 10-15, пусть она хорошенечко помаринуется. В сковороду я налила немного растительного масла и обжариваем грудку. И вот эти кусочки. Будем жарить до готовности. Друзья, наше мяско обжаривалось. Я его положила на досточку, пусть она отдохнет, потом мы его нарежем. А сейчас мы займемся соусом. Для соуса мне понадобится одно яйцо, один зубчик чеснока. У меня такой небольшой, поэтому я 1,5 положу. Через пресс вы можете натереть на терке. Вкусу добавляем черный молотый перец. Немножко. Сюда же соль. Немного. Все по вкусу. Сахар. Вот так. Горчицу. У меня горчица острая, поэтому я добавлю совсем чуть-чуть. Вот так. Сюда же немного лимонного сока, чайная ложка, оливковое масло. И немного натру сыр пармезан на мелкой терке, совсем немножко. И теперь все мы пробиваем блендером. Блендер ставим на яйцо, не поднимаем. Друзья, вот такой соус у нас получился. Очень ароматный. Наша заправка готова. Теперь берем наш салат. Качанчик такой айсберг. Попробую так нажать, получится или нет. О, получилось, смотрите как. Очень легко и удобно. И будем салат не резать, а нарывать его вот такими небольшими кусками в глубокую миску. Наш салат я всегда не режу ножом, а его рву. Тогда вот эти все края, они не будут такие рыженькие, не будут окисляться. Так, ладно, друзья, теперь берем заправку нашу и выливаем сюда. Все хорошенечко перемешаем. Друзья, в соус я не добавляла каперсы, я их не люблю. Если вы любите, добавьте немного каперсов и когда будете блендерить. Все листики пропитались соусом, теперь я выкладываю в тарелку. Вниз идут листья салата, они все пропитанные, очень вкусные, соус очень ароматный. Все выложим аккуратненько. Друзья, теперь нарежем помидоры. В оригинале нужно нарезать помидоры черри, но у меня не оказалось. Оказались такие помидоры, но они очень сладкие, очень вкусные. Поэтому, я думаю, ничего страшного. Я нарежу вот такими кусочками. Вот так где-то разделю. Помидоры я нарезала. Выкладываю их
сверху салата. Конечно, черри были бы красивее, конечно, но и получше, но на данный момент у меня не оказалось их. Нарежу 2 яйца. Такие кусочки, пусть будут крупные. Все выложу на салат. Осталось нарезать мясо. Я нарежу такими тоненькими кусочками наискосок. Можно длинненькие, можно соломкой, можно кубиком нарезать. Вот такие небольшие. Мясо отдохнуло, оно очень ароматное. Смотрите, какое оно сочное. Наше мясо мы выкладываем на тарелочку. Очень аппетитные кусочки такие, сочные-сочные. Нарежем еще немножко сыр пармезан, небольшой кусочек, такими пластинками, тоненькими. Пармезан выложим сверху. Наш салатик мы польем соусом, который приготовили. И сверху, конечно же, украсим петрушечкой. Немножко вот так насыпем. По желанию вы можете добавить еще маслины или оливки. Сверху присыпем сухариками, вот так немножко, для хруста. Друзья, вот такой салат аппетитный мы с вами приготовили. Очень вкусный, легкий и очень аппетитный. Готовьте обязательно. Друзья, кому понравилось мое видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк и поделитесь с другом. Так вы помогаете мне продвигать канал. Я буду вам очень благодарна. На сегодня же я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До новой встречи в новых видео.